В мире существует великое многообразие хищных птиц. Многие из них освоили охоту на мелких млекопитающих, а иногда целью становится даже взрослое копытное. Но этот ястреб предпочитает охотиться исключительно на змей, в том числе особо ядовитых. Однако главной опасностью становится вовсе не яд. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой» и герой сегодняшнего выпуска – змееяд. Змееяд – относительно крупная хищная птица семейства истребиных, которая обитает преимущественно в южной части Европы и Азии. С размахом крыльев почти до 2 метров масса взрослых особей может превышать 2 килограмма. Змееяд предпочитает селиться на открытых участках с небольшим количеством осадков, в целом выбирая климат, присущий его излюбленным мишеням. Этот пернатый охотник проводит в воздухе куда больше времени, чем большинство родственников, предпочитающих караулить добычу, сидя в укромном месте. Паря в восходящих потоках воздуха, словно беркут, с высоты до 500 метров он тщательно сканирует свои владения, зависая на месте при обнаружении потенциальной добычи. Поэтому горе тому, кто в это время решит прогреть хладнокровное тело в лучах солнца. На Земле большинство рептилий кажутся очень проворными, но для воздушного охотника это легкая мишень. Присущее хищным птицам острое зрение позволяет без труда обнаружить движение даже замаскированной цели, которая до последнего момента не догадывается о нависшей опасности. Падая камнем вниз или срываясь с насиженного места, охотник стремительно уменьшает дистанцию, не спуская глаз с добычи. Даже на большой скорости птица с невероятной точностью рассчитывает атаку и, выставляя вперед длинные ноги, обрушивается на ничего не подозревающую жертву, заключая ее в ловушку. Отдельные мишени змееяда могут достигать 2-метровой длины, но на стороне ястреба мощные ноги с короткими, но чрезвычайно острыми когтями, а также крючкообразный клюв, который ловко впивается в голову противника. Многие из атакуемых целей обладают смертоносным ядом, к которому у птицы нет иммунитета, но плотное оперение наделяет змееяда превосходной защитой от укусов. Ноги птицы лишены перьев, но взамен они покрыты прочными роговыми чешуйками. К тому же атака сопровождается расправленными в сторону крыльями, что отвлекает рептилию от более важных и уязвимых частей тела. Быстро избавляясь от объятий змеи, охотник продолжает орудовать когтями до тех пор, пока цель не перестанет подавать признаков жизни, а после стремительно заглатывает свой трофей целиком, не тратя время на разделывание добычи. При этом непроглоченный кончик хвоста свидетельствует о наличии птенца. Такой способ позволяет без особых усилий доставить пищу подрастающему поколению в целости и сохранности. Конечно, малышу не под силу разделать трофей таких размеров, поэтому без помощи родителей не обходится. Однако подросший змееяд справляется с задачей куда лучше, несмотря на то, что из-за направленных назад чешуек змеи процедура вряд ли приятна для взрослой птицы. Осенью родители перестают кормить детеныша, и у него не остается выбора, кроме как отправиться за своей первой рептилией. Если атаки взрослых птиц отточены до мелочей, то молодой охотник на змей часто рискует жизнью. При этом основная угроза исходит не столько от яда, сколько от удушающей способности неядовитых пресмыкающихся. Пытаясь выжить, этот подковообразный полос обвивает хрупкое тело обидчика и сжимает его изо всех сил. В кратчайшие сроки птица должна освободиться от объятий, используя когти и клюв. В противном случае схватка может закончиться трагично. К счастью, в этой ситуации серия атак помогла сбросить с себя рептилию, после чего ястреб решает не испытывать судьбу и находит самое уязвимое место соперника. Но несчастные случаи вовсе не редкость. Когда неопытный охотник выбирает слишком большую мишень,
Ее удушающий прием может быть очень эффективным, поэтому немало юных змеядов погибают при первой же охоте. Расправленные крылья часто помогают исправить ошибку, ведь в таком положении птица способна атаковать змею, чтобы ослабить ее хватку. Львиную долю в рационе хищника занимают змеи, но иногда обедом становятся и другие пресмыкающиеся, в частности, всевозможные ящерицы. Мощный сок пищеварительной системы с легкостью растворяет даже твердую чешую. И в редких исключениях в клюв птицы попадают лягушки, мелкие млекопитающие и даже другие птицы. Невзирая на внушительные размеры, в этом змеяд заметно уступает такому гиганту, как беркут. Но при обнаружении незваного гостя на своих владениях, пернатый охотник на змей бесстрашно атакует чужака. Проигрывая в размерах и силе, он может похвастаться заметно лучшей маневренностью, поэтому парящему гиганту остается лишь уворачиваться от стремительных атак родителей, которые отважно защищают своего малыша. Дело в том, что у пары появляется один единственный детеныш, поэтому все внимание и пища достаются ему, а значит, шансы превратиться во взрослого поедателя рептилий высоки как никогда. Поскольку на значительной части ареала птицы змеи впадают в спячку, на зимний период европейские змеяды отправляются в Африку, а с наступлением весны возвращаются в привычные места гнездования. Такие перелеты очень изнурительны для птицы, привыкшей парить в восходящих потоках воздуха. Помимо невероятно длинной дистанции, помехой становятся агрессивно настроенные чайки, которые без сомнения атакуют истощенных птиц. Ястреб не обращает внимания на нападки, ведь драгоценной энергии может не хватить для достижения цели. Капризы стихии также могут сыграть злую шутку. Из-за порывов ветра далеко не все ослабленные пернатые достигают места назначения. Несмотря на низкую плодовитость, популяция змеяда остается стабильной. Во многом благодаря тому, что это одна из самых недоверчивых и осторожных по отношению к человеку птиц. Тем не менее, развитие сельского хозяйства и исчезновение среды обитания могут поставить пернатых хищников в уязвимое положение, но сегодня численности искусных охотников на змей ничего не угрожает. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!